Девятая глава «Желтого императора» была и без того короткой, поэтому вместо смешного краткого обзора я решил сделать анализ по вопросу, какое значение мозг имеет в китайской медицине. Те, кто когда-то занимался изучением теории китайской медицины, знают, что в первую очередь ударение ставится на 5 плотных органов цан, а именно сердце, легкие, печень, почки и селезенка. И 6 пустых органов фу: тонкий кишечник, толстый кишечник, желчный пузырь, мочевой пузырь, желудок и тройной обогреватель. Куда же подевалась такая важная штука, как мозг? Не беспокойтесь, он в китайской медицине тоже присутствует, но в категории чудных органов, вместе с такими органами, как костный мозг, сосуды, кости, матка и, опять-таки, желчный пузырь. Кажется немного странным, как головной мозг можно ставить в один ряд с костями и маткой. Об этом немного позже. Пока же создается такое впечатление, что мозгу действительно не уделяется много внимания, как это делается в западной медицине. Если открыть учебник педиатрии ТКМ, то в разделе почечных заболеваний можно увидеть такой синдром 5 запаздываний и 5 мягкостей Wu Shi Wu Ren, который, кратко говоря, обобщает заторможенное развитие детей. К этому китайскому заболеванию принадлежат гипоплазия головного мозга, детский церебральный паралич, рахит и так далее. Так почему же тогда это проблема почек? Опять-таки все идет из теории китайской медицины. Почки питают мозг и кости. И основной метод лечения, вы, должно быть, догадались, это лечение почек. Я не буду сейчас подробно описывать функции почек в китайской медицине, но чтобы вы понимали, почему акцент на них, а не на лечение непосредственно мозга, скажу только, что почки – это дзан-орган, который содержит в себе эссенцию дзин. Эта эссенция очень важна, так как отвечает за наследственную информацию, получаемую от родителей. Так неужели мозг совсем не имеет значения в китайской медицине? Вовсе нет. На самом деле мозг в некоторой степени очень похож на почки тем, что также имеет способность содержать эссенцию. Поэтому говорится, что чудные органы и похожи, и не похожи на плотные дзан-органы. В «Желтом императоре» говорится, что чудные органы созданы из энергии Земли, то есть иньской энергии. И дзан-органы также принадлежат инь. Их основная функция – это содержать и не выбрасывать. Это и объединяет головной мозг по функциям с костным мозгом, сосудами, костями и маткой, и желчным пузырем, потому что все они что-то содержат и не выбрасывают. Полностью исключать мозг из человека никак нельзя, и древние китайцы знали, что мозг отвечает в основном за разум, эмоции и движение. Также можно сказать, что с развитием китайской медицины акцент постепенно начинает смещаться. Стоит только взять, например, акупунктуру скальпа, где якобы стимулируется кора головного мозга, или метод Синао Кайцяо, буквально переводится как пробуждение мозга, открытие отверстий. Оба метода появились позднее, в 20 веке. Поэтому остается вопрос, изменится ли концепция мозга в китайской медицине со временем или же останется на заднем фоне после почек. Это были мои записки. Ставьте лайк, если вам понравилось, и не забудьте подписаться и поучаствовать в развитии канала. До скорых встреч!